Лабораторная работа номер 5. Тема этой работы – сопряжение. И главная цель здесь – вычертить детали, которые имеют много разных сопряжений. Вот это основная задача. Значит, вот вы видите здесь само задание, так задание выглядит. Значит, как всегда, нам понадобится что? Лист формата А3. Это из шаблона, тот, который мы делали в работе номер 1. Само задание. И это задание мы с вами приступим, начнем выполнять. Начинаем с того, что сначала построим оси. Первая ось. Начинаем с детали номер 1. Все чертим в масштабе 1 к 1. И вычерчиваем ось. Одну ось. Вот она вертикальная, эта ось. Ну и, собственно говоря, здесь еще вот вторая ось должна быть. Прочертили. Ну, также обратите внимание, что нам понадобится что? Вот здесь разместить на окружности. На окружности, это значит, линия должна быть тоже осевая. Эта окружность у нас диаметром 44 миллиметра. Значит, вычертим сразу окружность, берем здесь диаметр, ставим сюда и 44 миллиметра. Начертили. Это вот окружность. И дальше понадобится нам окружность вот эта, диаметром 74 миллиметра. Вычерчиваем тоже окружность из центра диаметром 74 миллиметра. Так, что-то она какая-то маленькая получилась. Круг и диаметром. Там и диаметром или нет, радиусом. Вот видите, сразу видно. Значит, выбираем радиус. Радиус 74 миллиметра. Вот такая вот. Так, что нам здесь еще понадобится из таких линий? Ну, вот здесь, видите, нам нужно два угла провести. Эти два, один углом 45, второй 30. Чтобы их провести, то включим привязку полярную. И выберем вот здесь, где у нас есть вот угол 45 градусов. И проведем отрезок прямой из центра под углом 45 градусов, чтобы был. Так, провели. И также включим привязку, чтобы было 30. Под углом проведем вот отсюда. Здесь у нас показывает 90, значит здесь должно быть 60. Провели. Это вот эта осевая линия и вот эта. Здесь, где будут пересекаться две этих осевых, то здесь будет окружность у нас. Все, теперь выбираем слой основной и начертим окружности. Первая окружность, значит, смотрим, окружность будет у нас диаметром вот эта большая 60 из этого центра. Так, диаметром 60 провели. Вторая окружность вот эта диаметром 28 из центра диаметром 28 провели. Дальше что нам еще, где у нас уже есть готовые окружности? Ну вот здесь радиусом 10 окружность, это в этой точке на пересечении. Так, радиусом, да, внимательно надо, центр радиус, вот тут радиусом 10, и вторая, вот эта наружная, радиусом 26. Ну, точно так же с правой стороны радиусом на пересечении вот здесь 10 и потом радиусом 26. Вот так нарисовали. Дальше, ну, собственно, цельных таких кругов и окружностей больше у нас здесь нет. Ну, у нас еще есть здесь
вот здесь окружности. Значит, они имеют диаметр 8 миллиметров. Выберем диаметр 8. И мы их построим с помощью массива. Ну, выберем вот здесь, построим 8 миллиметров. И теперь размножим. У нас тут всего и 6 штук. 6 штук. Значит, выберем команду массив. Массив круговой. Выбираем объект. Вот он. Подтверждаем Enter. Указываем центр. И вот они у нас все 6 штук появились. Так, дальше. Ну все, дальше остаются у нас дуги. И, ну давайте, теперь будем строить дуги. Значит, мы имеем одну окружность, имеем вторую окружность. Они сопрягаются, должны дугой радиусом 25 миллиметров. Выбираем сопряжение. Раскрываем список, радиус, пишем радиус сопряжения 25 и выбираем одну окружность и вторую. Построено. Дальше. Здесь, видите, сопряжение здесь радиусом 54. Опять сопряжение. Раскрываем список, выбираем радиус, пишем 54 и выбираем вот эту окружность и эту окружность. Вот мы эту дугу построили. А дальше здесь, вот здесь у нас еще, ну у нас, вот видите, здесь получается что? Сопряжение тоже радиусом 94. Значит, опять выбираем сопряжение. Здесь радиус. Так, пишем 94. Выбираем первый объект, выбираем второй объект. И видите, нам дуга хочет построиться не в ту сторону. Оставим пока. Вот еще у нас есть сопряжение. И это сопряжение радиусом получается 82. На сопряжение. Радиус выбираем 82. Так, и выбираем вот этот объект и вот этот объект. И видите, тоже не хочет у нас построиться туда, куда необходимо. Так, тогда мы пойдем другим путем. Следующее, что еще мы можем сделать, это мы можем построить вот здесь. Мы строили, здесь пытались дугу построить сопряжение, а мы построим, можем попробовать дугу. Значит, мы что про дугу знаем? Начало, конец, радиус, начало, центр, длина нам подходит. Ну, начало мы точно не знаем, да. Видите, дуга это начинается, вот сопряжение, вот это. Она не точно вот здесь начинается, где-то может быть дальше, да. Поэтому лучше, удобнее всего тогда в этом случае построить окружность. Строим окружность. И построим окружность радиуса 94. Так, построим окружность, и радиус у него 94. Так, еще раз смотрим, вот здесь радиус 94, да, центр, радиус 94. Так, и вот смотрите, вот видите, мы радиус 94. Значит, что? Значит, так тут быть не может. Значит, здесь вполне возможно, здесь погрешность на самом чертеже. Да? Значит, вот, сейчас его развернем. Вот смотрите, вот так он должен быть у нас. Получается окружность, если у нас радиус будет 100. Да, вот этой окружности. Радиус 100. По-другому здесь не получается, да, не получается. Если 94, давайте еще раз проверим, что у нас выходит.
Ну, давайте посчитаем, во-первых, да. Вот смотрите, вот здесь 74, и вот здесь вот радиус вот этот 26. Ну да, получается в сумме 100. Значит, вот эта циферка здесь неверна, да. Ну вот я считаю, радиус осевой 74, а здесь еще радиус вот этой окружности, которую мы хотим провести дугу. Еще 26. 74 плюс 26 как раз получается 100. Вот так и должно быть. Теперь сразу мы что сделаем? Обрежем лишнее, да, вот так. И сразу вообще рекомендуется обрезать лишнее, да, чтобы и потом не забыть и не запутаться, да. Вот так мы пообрезаем. Так, теперь нам надо здесь провести и провести здесь. Ну, мы можем чем здесь воспользоваться? Мы можем воспользоваться, здесь, видите, ну, радиуса нет. Но мы давайте его посчитаем. Вот если здесь 54, а здесь у нас 26, здесь 10, то 16. Значит, здесь дуга вообще-то должна быть 60. Так, считаем еще раз. 54, здесь радиус у нас 26, здесь 16, то 60-70 миллиметров получается, да, радиус. Ну, не может быть 70, он должен, по идее, тогда быть здесь 74, вот тут 10, на 10 миллиметров меньше. 64 должен быть. Если это 74, то здесь 64. Ну, давайте проведем, мы здесь попробуем построить сопряжение радиусом 64. Подтверждаем, выбираем этот объект и этот объект. Вот построилось. А вот здесь тогда следующий радиус будет тогда 84. Дальше построим сопряжение радиусом, раскрываем список 84, и вот здесь и здесь. Так, видите, не хочет, да? Тогда мы построим круг радиусом 84 и лишнее обрежем. Вот так. Ну и это, соответственно, тоже. Убрали. Ну и внутренности нам уже не нужны. Вот так. Построили. Вот эта часть у нас есть. Ну и теперь осталось нам построить один единственный элемент. Это вот эту часть. Мы не можем сделать так, как мы делали до этого. То есть, что я имею в виду? Просто взять из центра окружность начертить, потом лишнее удалить. Все дело в том, что мы центра вот этого не знаем. Куда поставить точку, откуда провести вот этим радиусом. Как-то так гадать, ставить, это у нас никак не получится. Мы можем нарисовать окружность 82 мм, ее потом перемещать. Но это ничего нам не даст. В этом случае придется вспомнить старые способы геометрические построения. Вот я приготовил эти способы. Значит, нам необходимо, мы имеем две окружности, вот она у нас одна и вторая, и построить дугу вот таким вот внешним способом. Для этого, что для нахождения центра делается следующее. Вот на примере давайте это рассмотрим. У нас есть одна окружность с радиусом 40 мм, вторая 40 мм. И нам необходимо построить сопряжение, вот эта красненькая окружность, радиусом 90. Это у нас получается это R, это R2, а это R1, а это R2. Чтобы найти центр, то мы должны отсюда провести окружность радиусом. Первое R2 минус R. R2 минус R. Это вот это R2. Это у нас 90. Здесь R40, то радиусом 50. Провели. Из этого радиуса мы должны провести окружность радиусом, соответственно, R2, то есть 90.
минус R1, вот здесь R1 30 по 60, провели. И вот точка пересечения, это и будет та точка, откуда мы должны провести дугу сопряжения радиусом 90. Вот я ее провел, красненькая. Теперь осталось что сделать? Вот это лишнее все убрать. Вот это убрать. И то, что у нас осталось. Так, лишнего немножечко, да, убрали. Вот мы имеем вот это лишнее и вот это лишнее. Вот это выбираем и делаем ему слой основной. Вот получилось сопряжение красивое, точно построено. Ну, кстати, сразу, если нам, например, необходимо построить сопряжение вот таким вот образом, называется внешнее сопряжение, то в этом случае здесь мы имеем окружность 40, здесь 30. Необходимо построить радиусом сопряжения 50, вот это. Для этой цели отсюда, из первой точки центра, радиусом R плюс R2, то есть это 40 плюс 50, получается 90, радиусом проводим окружность. Из этой точки R1 плюс R2, 30 плюс 50, 80. И затем из этой точки искомым радиусом, то есть 50, проводим окружность. И точно так же отсюда потом лишнее убираем. А то, что вот у нас лишнее, это будет и вот это. Затем выбираем и преобразуем затем в основной. Вот таким вот образом. Ну, поступим здесь аналогично вот такому способу, да, как здесь. То есть мы сначала должны, у нас дуга сопряжения, давайте посчитаем. Радиус, это вот этот первый, R. У нас радиус первый, вот он. Это окружность у нас будет радиусом, мы строили, здесь она 60, то есть R у нас равно 30. Так, дальше вторая окружность, вот это вторая, он будет иметь, это вот радиусом 26, вторая радиусом 26. Дальше дуга сопряжения R2 у нас радиусом 82. Ну а теперь посчитаем, вот так как здесь мы сказали. Из первой точки нам необходимо провести окружность радиусом R2, то есть 82 минус 30. А из второй 82 минус 26. Ну, в первом случае это будет радиус 50, а во втором будет 56. Ну вот, давайте построим. Значит, возьмем, чтобы не путать, так, красный слой радиусом из первой точки 52, из второй центр, это вот этот, 56. А затем из полученного пересечения, это вот из этого, проведем радиусом, так, не этого, где-нибудь, вот она пересекается, радиусом 82. И вот смотрите, вот что у нас получилось. Я лишнее тут уберу, чтобы нам было видно. Вот это, так, это не надо. Так, не хочет, да, все убираться. Вот это я уберу. Вот так. И вот этот маленький кусочек тоже. А вот здесь, видите, что-то не хочет убираться. Вот это, видите, оно убирается целиком. Ну, тогда я сделаю так. И теперь опять обрежу. И это удалю. Теперь преобразуем это в основную линию. И вот что у нас получилось.
Линии построения красная теперь удалим. Вот хорошо строить линии построения, видите, другим цветом. Тогда ясно видно, что хорошо, что плохо. Ну, в принципе, все, да, все, что здесь необходимо. Мы будем строить одну детальку. Так, теперь надо тут почистить, убрать то, что лишнее, или наоборот оставить. Так, что тут лишнее? Ну, во-первых, лишнее здесь у нас получается вот следующее. Вот это вот окружность. Видите, так. Ее надо лишнее убрать. Для этого мы ее попробуем разорвать. Ну, вот так ее разорвем. А теперь еще второй кусок. Нам, собственно говоря, можно его отсюда убрать и до начала. Вот так, убрали. Затем поубираем лишние кусочки вот здесь. Осевая линия должна торчать на миллиметр-два. Более нет необходимости. Но это нужно, чтобы она не пересекалась с осевой. Чтобы не с контуром детали не пересекалась. Дальше здесь уберем. Ну и здесь уберем. Ну а все остальные от сверху еще уберем. Так, теперь давайте вот здесь посмотрим. Вот здесь мне не совсем нравится. Давайте мы его поправим, чтобы было красиво. Так, и в этой точке давайте посмотрим. Вот так. Вот. Теперь получилось красиво. Вот теперь можно что? Брать и переносить в лист. При этом, посмотрите, там всего в задании 4 детали. И если мы будем все их переносить 4 детали, то может быть какая-то из деталей она не поместится. То можно ее что? Применить масштаб. В этом случае мы менять не будем. У нас одна деталь. Масштаб здесь будет 1,1. Если мы какую-то деталь уменьшим в 2 раза, то мы ее уменьшим. Масштаб, который здесь стоит, говорит о том, что это масштаб всех деталей, которые есть на чертеже. А над той деталью, которая уменьшена, там, допустим, в 2 раза, то мы там поставим масштаб другой. Да, масштаб другой. Вот таким образом. И размеры мы уже поставим непосредственно в листе. Значит, берем нашу деталь, переносим ее. И вот таким вот образом поставим. Теперь останется нам что сделать? Поставить размеры. Ну, давайте будем руководствоваться вот тем, как здесь есть, и тут ничего выдумывать нового не надо. Начнем мы с того, что сначала проставим аннотации, размеры и поставим сначала диаметры. Ну, диаметры у нас что? Вот это у нас диаметр. Так, видите, он красным хочет. Почему? Потому что слой стоит красный. Ставим слой тонкий, диаметр, и ставим здесь размер диаметра. Раз. Потом, там, где у нас окружность, то там должен стоять диаметр. Дальше, вот здесь у нас есть второй, да, диаметр. Поставим его. Ну, он маленький, его можно нежелательно сюда выносить, а желательно оставить его где-то внутри. Потом диаметр вот этой штриховой линии тоже надо поставить. Дальше диаметр кружочка. Но кружочков у нас 6, поэтому надо подписать так. 6 ОТВ.8. Для этого выбираем. Вот. И пишем 6 ОТВ.
И диаметр выбираем вот здесь, обозначение, диаметр, и пишем 8. Все, мы написали 6 АТВ диаметром 8. Так, потом диаметров больше нет. Дальше есть радиусы. Желательно ставить поочередно. Сначала диаметры, радиусы, а не бегать хаотически одно от другого. Вот здесь поставим радиус. Видите, он 82 и получился. Дальше здесь поставим радиус. Так, здесь радиус. Внутри радиус. Так, и вот здесь вот этот радиус есть. Потом еще вот этот. И самый большой наружный. Вот у нас окончательно, он, видите, вышел по нашим подсчетам такой, как здесь показано. Так, что еще? Смотрим сюда, здесь больше ничего не нужно. Все у нас готово. И осталось поставить угловой размер. Выбираем угол. Вот этот. И ставим сюда. И еще один угол. Этот. И ставим сюда. Дальше подписываем. Лабораторная работа 5. И называется она сопряжение. Все, наша работа полностью выполнена.